На нашей планете находится огромное количество водоемов, которые варьируются от крупных океанов и морей до небольших ручьев и ручейков, от полноводных рек, извивающихся по живописным ландшафтам, до крошечных прудов, спрятанных среди лесов и полей. Однако, несмотря на их разнообразие и многообразие форм, многие из этих водоемов находятся на грани невидимости для науки и до сих пор изучены очень слабо. То, что еще не исследовано, может скрывать множество тайн и загадок, которые вызывают интерес и любопытство. Речь даже не только о бездонных глубинах океана, где обитают уникальные и незнакомые виды живых существ. Порой и крошечные пруды могут содержать в себе большие тайны, которые могут быть как удивительными, так и пугающими. Эти водоемы могут оказать серьезное влияние на множество аспектов жизни окружающих людей, их культуры и истории. В видеоролике ниже рассказано об одном небольшом водоеме, который в 90-х годах прошлого столетия взбудоражил местных жителей и ученых своими необычными особенностями, а также странным происхождением и таинственным содержанием. Это событие вызвало интерес и волну обсуждений среди людей, что добавляет дополнительный слой к его загадочности. Крошечный пруд, о котором идет речь в видео ниже, находится в живописной китайской деревне Шиянь-Бэйкун, расположенной в округе Лунью. Этот маленький водоем на протяжении многих лет не переставал привлекать внимание местных жителей, и это не случайно, они не без оснований называли его бездонным. Пруд стал источником бесчисленного количества легенд, мифов и сплетен, которые передавались из уст в уста на протяжении многих поколений. Вода в пруду была мутной и непрозрачной, что не позволяло людям точно сказать, какой глубины он на самом деле, и это только добавляло неразгаданной тайне пруда. Дно водоема оказалось неровным, с глубокими ямами, которые порождали у местных жителей чувство тревоги и недоумения. Эти аномалии вызывали бесконечные споры и предположения о том, что могло быть причиной их появления. Кстати, если вы хотите узнать о том, как гигантские лилии захватывают пруд, истребляя всех на своем пути, вы можете обратиться к другому нашему материалу, который рассказывает об этом удивительном и в то же время тревожном феномене, характерном для многих подобных водоемов. Этот аспект природы ниже поверхности воды только подчеркивает многообразие и сложность экосистем, которые существуют вдали от человеческих глаз. В 90-х годах прошлого столетия один из местных жителей, будучи полным любопытства и горя желанием разгадать тайну пруда, сделал смелое предложение — осушить этот загадочный водоем, чтобы в конце концов узнать, что скрывается на его дне. Это решение, казалось, стало поводом для больших ожиданий и волнения среди жителей деревни, которые надеялись, что, возможно, они станут свидетелями чего-то поистине удивительного и необычного. Стремление узнать правду пересилило страх и опасения, поэтому местные жители объединили свои усилия для осуществления этой амбициозной идеи. Воды в пруду оказалось так много, что для того, чтобы выкачать ее всю, потребовалось целых 17 дней упорной и кропотливой работы, требующей физической силы и сплоченности. После того, как уровень воды значительно снизился, на дне пруда был обнаружен вход в подземную пещеру, о которой до этого никто даже не догадывался. Начальные попытки исследовать пещеру предпринимались местными жителями, которые были полны решимости выяснить, что же скрывается за ее порогом, полагая, что знание и смелость позволят им открыть новую страницу в истории своей деревни. Тем не менее, они вскоре поняли, что подобное исследование требует более глубоких знаний системы подземелий,
и поэтому решили обратиться за помощью к специалистам, исследователям и ученым, которые обладали необходимыми навыками и оборудованием для изучения данной аномалии. К пруду прибыли ученые, которые начали всестороннее, скрупулезное изучение вновь открывшейся пещеры и ее окружения. После всестороннего анализа и обширного изучения они сделали удивительное открытие. Оказалось, что эта пещера является частью большой системы гротов, которые тянутся под землей на территории всей провинции, как огромная порода, содержащая множество крениц. Общая площадь этой подземной системы гротов составляет целых 34 000 квадратных метров. Это впечатляющее открытие подтверждало, что природа и история могут объединяться в потрясающие загадки, требующие глубокого понимания и уважения к богатству земных недр. Все стены подземного помещения оказались покрыты замысловатой резьбой и необычными узорами, которые вызывали восхищение у ученых и исследователей, а также заставляли их задуматься о времени, когда эти рисунки были созданы. По мнению специалистов, эта пещера появилась приблизительно около 2000 лет назад. Но вот что поразительно, ни в одной исторической книге ее существование не было упомянуто. Это открытие ставит множество вопросов о истории и археологии данного региона, что только подстегивает интерес к дальнейшему изучению. Ученые до сих пор ломают голову над тем, как же людям удалось создать подобную систему пещер целых 2000 лет назад, и какие технологии или методы у них были, учитывая примитивные средства того времени. Не исключено, что эта система гротов могла бы поведать нам множество тайн о жизни древних жителей этого региона, о их культуре, их верованиях и их способах взаимодействия с окружающим миром. Это открытие представляет собой не только научный интерес, но и настоящий кладезь потенциальных историй, которые ждут своего часа, чтобы быть рассказанными. Подобные находки не просто дополняют академические знания. Они также возбуждают воображение и вдохновляют новое поколение исследователей и любителей приключений, которые стремятся разобраться в том, как же миллионы людей могли повлиять на формирование Земли, на которой мы живем. В заключение можно сказать, что память и знания о культуре и истории людей, пришедших до нас, являются важными не только для понимания прошлого, но и для осознания нашего места в мире. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного. Мы постоянно стараемся делиться с вами самыми захватывающими и удивительными историями, которые могут раскрыть перед вами мир в новом свете.